Приветствую и поздравляю с наступившим Новым Годом. Поздравляю второй раз, ибо велика вероятность того, что этот ролик посмотрят не только постоянные зрители этого канала, но и все те, кто продолжает играть в PES 2021 с патчем SP Football Live. Как я и обещал, спустя где-то месяц или даже полтора с момента выхода обзора на SP Football Live сезона 25-26, я делаю отдельный ролик про мини-дополнения, мини-патчи для этой модификации, которые позволят разнообразить и даже улучшить игровой процесс в SP Football Live. Сегодня я расскажу вам, как правильно устанавливать стадионы для этого патча, и также расскажу про 7 мелких дополнений, которые либо украсят, либо и вовсе дополнят вашу игру. Так сказать, небольшой подарок от меня в этом 26-м году в виде вот такой вот небольшой сборки. Поэтому наилучшей благодарностью будет ваш большой палец вверх под этим роликом, ну и, конечно же, благодарность в комментариях под этим роликом. Ребята, у меня для вас реально новогодняя новость. Сейчас на PlayRock идет огромный розыгрыш. Уникальный игровой компьютер елка. Еще 4 мощных ПК в спецдизайне. Макбуки, айфоны, PlayStation 5, Xbox и еще куча призов. Траты в декабре неизбежны. Подарки, игры, пропуск. Классика. Так трать средства с выгодой. Каждая покупка от 500 рублей на PlayRock превращается в билет в новогодний розыгрыш. Покупай то, что планировал, и параллельно получай шансы на серьезные призы. И чтобы было максимально выгодно, на PlayRock сейчас идет отдельная новогодняя акция. Сотни скидок и самые привлекательные цены на товары. А тут есть буквально все, что нужно геймеру. Также на PlayRock можно пополнить свой аккаунт Steam, и с моим промокодом вы сможете это сделать с нулевой комиссией. Хочешь закупиться игровыми товарами или пополнить Steam без комиссии? Делай это по ссылке в описании и используй мой промокод. И помни, в декабре тебе не избежать трат для себя или друзей. Так лучше покупать там, где за это дают шансы на реально крутые подарки. Первое дополнение, и оно скорее символическое и графическое, это обновление главного меню. Как бы мне не нравился красный цвет, но все-таки сочетание красного и вот темных цветов для основного меню игры, ну, немножко так режет глаз, и со временем начинает надоедать, и банально глаза от этого устают. И, как мне кажется, я нашел более-менее оптимальное решение. Данная модификация обновляет цветовое оформление меню с красно-черного на серо-зеленое. Конечно, цвета тоже не самые выразительные, но, как мне кажется, куда более приятные глазу. Проговорю сразу, что на все те патчи, о которых сегодня пойдет речь, ссылка будет в описании под этим роликом. На каждый патч будет свой собственный архив, в котором будет расписана текстовая установка. Она в большинстве случаев одинаковая и не сильно друг от друга отличается. Но все это дело мы также проговорим. Для установки этого патча вам потребуется перенести папку из архива в вашу папку с SP Football Live и прописать в файле cider.ini следующие строчки. После чего их сохранить, закрыть и заходите в игру, после чего изменения должны наступить. Второе дополнение также графическое, и оно также касается меню. Его устанавливать прям не обязательно, но в свою очередь оно мне показалось интересным и позволяет немножко разнообразить графическую составляющую игры. Если предыдущий патч просто менял цветовое оформление меню, то данный меню-сервер отвечает за экран выбора составов, и всякий раз в зависимости от чемпионата у вас будет индивидуальное оформление под каждый из чемпионатов. И что не менее приятное, присутствует даже оформление под нашу российскую премьер-лигу. Также индивидуальный экран будет и в режиме карьеры. Однако именно в этом режиме наблюдаются небольшие баги с внутренними небольшими катсценками, которые отображаются в меню новостей. Поэтому про это дополнение я и говорю как про необязательное, потому что оно вроде бы и привносит разнообразие, но само по себе оно с небольшими багами. Для установки этого дополнения по сути чего-то прям такого делать не придется, просто перенесите 3 папки Content, Live CPK и Models в вашу папку под названием Cider Addons в папке с SP Football Live 2026, после чего пропишите следующую строчку вот в этом конкретном месте. И все, после этого все установлено. Опять же, может быть не самое глобальное дополнение, но все-таки оно уже привносит куда более ощутимый эффект в графической составляющей, а именно модификацию на физику сетки в игре. Ибо стандартная сетка, ну, такая себе. В патче SP Football Live она, по-моему, еще более топорная, поэтому хочется чего-то поживее, пореалистичнее. Я перепробовал множество вариантов, какие-то из них работали, какие-то и вовсе не работали, какие-то были, ну, относительно реалистичные,
реалистичными, какие-то были и вовсе топорными. И в конце концов я остановился на том варианте, который показался мне и реалистичным, и в целом с виду приятным. И физика у этой сетки, ну, вполне себе неплохая. Она работает в зависимости от силы удара. Слабый удар, слабо колышется сетка. Сильный удар, сетка колышется сильнее. В принципе, все как и должно быть. Перед установкой я бы советовал вам удалить следующую строчку из файла cider.ini и удалить следующий файл под следующим названием. Только после этого приступать к установке этого мини-дополнения. Здесь, по сути, все то же самое, что и в предыдущие разы. Кидаем файл из архива в эту папку и прописываем следующую строчку, опять же в файле cider.ini. За последний год для PES 2021 появилось уж больно много патчей, которые меняют телосложение футболистов. И чего уж там говорить, я следил за развитием этого патча с его самой первой версии, поскольку непосредственно следил за твиттер-аккаунтом автора этой модификации. Но, знаете, с каждой последующей версией автор прям уж как-то больно увлекался тонкими телосложениями, из-за чего к последней версии этой модификации футболисты похожи на каких-то анорексичек. Поэтому я нашел, знаете, такой самый промежуточный вариант, где-то вот вторая или полуторная версия этой модификации, где тела не такие толстые, как в оригинале, но и не такие тонкие, как во всех последующих версиях. Для установки этой модификации вам достаточно перекинуть папку из архива в вашу папку LiveCPK, после чего прописать следующую строчку. После этого переходим по следующим папкам и удаляем все те файлы, которые вы наблюдаете на своих экранах. Опять же, чтобы не запутаться, в архиве с патчем будет еще текстовый файл, в котором будет прям конкретно прописано, в каких папках какие файлы удалять. Но в рамках этого ролика это все также демонстрируется, поэтому помимо того, что я говорю, еще и смотрите, что происходит на экране. И вот после того, как вы удалите все оставшиеся файлы, которые необходимо было удалить, по сути, патч можно считать установленным. Думаю, многие со мной согласятся, что графика в PES 2021, ну, в целом неплохая, особенно если сравнивать ее с графикой в eFootball, той же самой 26-й части и во всех предыдущих частях. Но в то же время для игры продолжают выходить разного рода шейдеры, которые меняют цветокор, резкость в игре. И знаете, вот казалось бы, это тоже мелочи, как цветокор и резкость, но они в целом неплохо так влияют на картинку, на ее отображение, как она виднеется уже на мониторе, и поэтому есть неплохие варианты шейдеров. Если играть в SP без подобного рода шейдеров, то окажется, что там присутствует слегка какой-то пересвет на некоторых стадионах, из-за чего картинка как будто бы даже чересчур яркая, чем должна быть. Поэтому, как мне кажется, эта модификация с этим аспектом, ну, неплохо так справляется, и картинка становится как будто бы менее насыщенной, но в то же время в цветах не теряет. Она как будто бы становится чуть более приземленной, но опять же не теряя в тех же самых цветах. Для установки вам потребуется сделать следующее. Папку Reshade Shader скидаем в папку LiveCPK, после чего прописываем следующую строчку в файле cider.ini. И оставшиеся файлы из архива кидаем в основную папку CSP Football Live, где находится основной экзешник игры. И после этого шейдер установлен. А вот эта темка будет поинтереснее для тех, кто играет в режим карьеры. Ведь иначе зачем еще нужна эта полноценная игра вместе с патчем? Конечно же, чтобы играть карьеру. И вот эта модификация добавляет дополнительную графику для режима карьеры. Такую как спонсоры, в целом оформление персонала в кат-сценах в режиме карьеры, что в свою очередь прибавляет чуть больше антуража и, ну, наверное, какой-то реалистичности в режиме карьеры. Ибо с этой модификацией добавляются не просто спонсоры в режиме карьеры, а целые комнаты, в которых проходят пресс-конференции, которые срисованы с реальных комнат, с реальных спонсоров и с реальных задников, которые используются у тех или иных команд. То есть антураж для вот этих комнат пресс-конференции был по возможности воссоздан патчмейкерами, поэтому смотрится, как мне кажется, очень даже круто. Конечно, такая графика доступна далеко не для всех команд, а только для основных топ-клубов европейских чемпионатов: Реала, Барселоны, Сити, Интера, какого-нибудь Аякса и остальных, но выбор, как мне кажется, более чем неплохой. Для установки этой модификации вам достаточно перенести папки Models и Content из архива в вашу папку Cider Addons, после чего прописать следующую строчку в файле cider.ini.
Чтобы активировать графику, заходите в игру, нажимаете пробел, листаете вкладки, добираясь вот до этой конкретной вкладки, после чего на следующие клавиши выбираете нужную вам команду. После того, как вы ее выбрали, нажимаем снова на пробел, то есть закрываем сайдер, и начинаем свой сейв за ту или иную команду. Несмотря на то, что в SP Football Live по сути добавлены неплохие комплекты форм, хорошего качества, актуальные на манер нового сезона 25-26, все-таки у большинства из них имеются небольшие недочеты. Где-то неправильно фамилии расположены, у кого-то проблемы со шрифтами на футболках, где-то логотипы не в том месте, не в том положении. В общем, дефекты у некоторых форм присутствуют. А у такого чемпионата, как, например, МЛС или у нашей российской премьер-лиги, комплекты не полностью актуальные, поэтому, наверное, не будет лишним также докачать и отдельный кит-пак, который мало того, что исправит вот эти вот недочеты с фамилиями, с расположением логотипов, так он добавит и дополнительные комплекты. Для кого-то третьи, а для кого-то, возможно, и четвертые. То же самое касается и голкиперов. Помимо основного комплекта формы, этот кит-пак также добавит и вторые, и, возможно, третьи комплекты вратарских форм для тех же самых голкиперов. С установкой все очень просто. Переносим папку «Контент» в вашу папку Cider Add-ons, которая находится в основной папке с SP Football Live. И если потребуется, подтверждаем замену файлов. И после этого актуальные комплекты форм в игре у вас присутствуют. Ну и последнее, о чем бы я хотел сегодня рассказать, а именно, как же правильно устанавливать стадионы в патче SP Football Live и где их по сути брать. Отвечая на последний вопрос, в первую очередь их стоит скачивать именно с официального сайта патча, а именно с сайта Смоуков. Автор любезно собрал для нас пак стадионов для большинства чемпионатов, и для Англии, Испании, Франции, Италии, даже для России и для всех остальных чемпионатов тоже. Поэтому особо нет нужды лазить по сторонним сайтам и искать какие-то стадионы. В первую очередь стоит скачивать оттуда. И если только чего-то не будет хватать там, то уже во-вторых искать где-то на сторонних ресурсах. После того, как мы разобрались, откуда же скачивать стадионы, как же их правильно устанавливать. Здесь на самом деле тоже не все так сложно. Достаточно просто перекинуть все стадионы, которые присутствуют в одном конкретном архиве, в папку под названием Stadiums. Она находится по следующему адресу: SP Football Live, Cider Add-ons, Content, и вот как раз таки там будет нужная вам папка. Кидаем в папку Stadiums все файлы из архива, после чего открываем файл под названием Map Teams и копируем все эти строчки, которые по сути должны отображаться в WinRAR архиве. Вот копируем эту строчку и вставляем ее в этот самый файл, именно Map Teams. Сохраняем и закрываем. После этого стадионы установлены. По сути, так и рекомендует устанавливать автор данного патча, то есть кидать все стадионы в одну конкретную папку. Но в таком случае, если вы собираетесь устанавливать все стадионы, я не знаю, или как можно больше стадионов для большинства лиг, велика вероятность того, что стадионы у вас просто перемешаются. И если вам нужно будет какой-то удалить стадион или просто его найти, то велика вероятность того, что вы будете делать это долго и запутаетесь, где какой стадион. Поэтому, как бы я рекомендовал бы иначе устанавливать стадионы, это создавать для них отдельную папку. То есть заходим в папку Stadiums, создаем папку, например, England для английских стадионов, и стадионы из архива с английскими стадионами кидаем в эту папку England. После чего открываем все тот же самый Map Teams, копируем все эти строчки текста из архива, которые по сути и нужно прописать, вставляем и просто добавляем дополнительное название папки. Ибо все английские стадионы у нас не просто в папке Stadiums, они в подпапке England. И вот эту приписку England мы также добавляем вот здесь вот, то есть вот как это делаю я на ваших экранах. В таком случае вы, так сказать, не создадите путаницу из большого количества папок, и у вас все будет более-менее укомплектовано. Так, мне кажется, более резонно добавлять стадионы. Но если это больно замороченный вариант для вас, то можете использовать первый вариант, где вы кидаете просто все стадионы для всех чемпионатов, для всех лиг в одну конкретную папку Stadiums.
Еще в ролике с обзором SP Football Live я обещал, что расскажу про геймплейные патчи, но, признаюсь честно, было не так много времени, чтобы их заценить, ибо все основное время я играю в eFootball, а помимо контента на ютубе у меня еще есть и реальная жизнь, поэтому буду с вами честен, в SP Football Live с различными геймплейными патчами я все это время особо-то и не играл, поэтому особо рассказать и не про что. Но, если вы оцените этот ролик по достоинству, так сказать, оцените мою мини-сборку, мою мини-подборку, то я, конечно же, задумаюсь над тем, чтобы запилить отдельный ролик, в котором расскажу про наиболее интересные, реалистичные и оптимальные геймплейные патчи для SP Football Live 2026. Но и на этом мы не заканчиваем разговор про эту игру, про этот патч, ибо, как я опять же обещал в первом ролике, планируется еще отдельный аддон с российской премьер-лигой, который я почти закончил на момент создания этого ролика. Да, конечно, я немножко припозднился, уже открыто зимнее трансферное окно, но учитывая, что в России оно открыто вплоть до февраля, в принципе ничего страшного, я думаю. Во всяком случае, он также скоро увидит свет, поэтому обязательно подписывайтесь на этот канал, на наши соцсети, чтобы не пропустить его релиз, ибо появление этого аддона состоится раньше, нежели появится ролик на этом канале. Поэтому остаемся на связи и ничего не пропускайте.